Вот я уже сказала, что тангуты, государство тангутов находится между Китаем и Тибетом. В этом зале как раз та часть коллекции, которую мы называем произведениями китайского стиля. Где они написаны, в Китае или у тангутов, я не могу сказать, это очень трудно решить. Но иконы китайского стиля, конечно, связаны с традиционным буддизмом Махаяны, буддизмом Китая. И известно хорошо, что тангуты много раз посылали в Китай, в китайские столицы или в крупные центры буддизма, например, на Утайшань, посылали посланцев с тем, чтобы те привезли оттуда священные тексты буддизма, сутры, трипитаку, собрание текстов, и наверняка образцы для икон. Самый популярный Будда в этом буддизме был Будда Амитабха, владыка западного рая. Если вульгаризировать эти понятия, то мы скажем, что это рай. На самом деле понятия рая в буддизме нет. Амитабха – явление Амитабхи. Вот эта икона – это явление Амитабхи перед верующими. Внизу верующие, они тангуты. Я определяю их по костюмам и прическам. То есть эта икона, конечно, сильно связана и заказана в тангутском государстве Западная Ся. А второй вариант Будды Амитабхи – это встреча праведника на пути в чистую землю Амитабхи. Вот она, праведник, переродившийся праведник. Он превратился в младенца, которого встречают на золотом лотосе бодхисаттвы Гуань-инь и Даша-джи. Вот теперь я их называю не санскритскими, а китайскими именами. И Будда уже не Амитабха, а Амитофо, Гуань-инь и Даша-джи вместо Авалокитешвары и Махастхама-прапты. Как сложно все. Вообще вот на этой стене висят действительно сплошные шедевры, очень ранние вещи. Во всяком случае, вы можете сами сравнить вот икону явления и икону встречи. Посмотрите, там вытянутые пропорции, изящество, тонкость. А здесь тяжеловатые, укороченные пропорции. Они явно тяготеют к более раннему времени. Может быть, это самый конец XI, начало XII века, а это уже XII век, расцвет такой буддийского искусства у тангутов. К концу XI, начале XII века, наверное, относится и вот та икона, абсолютно уникальная по содержанию. Там бодхисаттва Гуанинь, то есть знакомый вам Авалокитешвара, да, восседает на скале. Перед бодхисаттвой на скале яркие красные и белые пионы, как символы жизни и смерти. Красный цвет всегда жизнь, белый цвет – это или девственность, или конец жизни. Сверху к бодхисаттве направляется ребенок. Это Шэньцай Тунцзы, постоянный спутник Гуанинь. Это все замечательно, это все по-китайски. Но зато внизу совершенно загадочная композиция, потому что в левом нижнем углу это реальная земля, потому что бодхисаттва здесь не на земле, а у себя в обители. Это реальная земля, где танцуют и играют на музыкальных инструментах, там флейта, тангуты. Причем у них тангутские прически, которые появились в результате реформ причесок. Там был такой император, который, как Петр I, ввел свои прически. Бритые лбы и свисающие по сторонам косички. Стоят два коня. Один конь мирно пасется, а второй конь кажется очень торжественным. И на нем на лице даже кажется маска. И все это происходит рядом с ямой. Это могильная яма. Из-за спины коня возвышается бунчук, вот такой высокий бунчук, который как бы соединяет землю и небо. Все это очень напоминает некоторые центральноазиатские, степные рассказы и о похоронных обрядах, и о том, как
кони или вот такой бунчук, связывая небо и землю, становятся такими символами. Кого же хоронят? Напротив, на облаке, то есть уже не на земле, но и не в обители Гуань-инь, коленопреклоненный персонаж в черной шапке с золотым узором молитвенно сложил руки, за ним стоит мальчик, и на нем платье с кругами, а в кругах золотые драконы. И это, конечно, император. Значит, здесь идет какой-то рассказ, какой-то ритуал о том, как хоронили тангутского императора. Вот такие вот, ну, очень многозначные, что ли, композиции бывают только у тангутов. Больше нигде я такого не встречала. Вот такое соединение разных культур есть и в других иконах. Ну, например, иконы с изображением божеств планет. Это потрясающая иллюстрация того, как соединяется китайская стилистика, китайский буддизм, Будда пышно-пламенного света, Будда, который защищает людей от возможного влияния, которое исходит от планет и звезд. Дальше, вокруг этого Будды 11 планет. 11, потому что Луна и Солнце здесь как император и императрица, они считаются планетами. Потом привычные нам, известные нам планеты. Планета металла – это Венера. Она с фениксом в прическе и с лютней в руках. Планета Земли – это Сатурн, бородатый брахман с рыжей бородой. Планета Земли – Сатурн. Планета воды – Меркурий. Очень интересный, если вблизи рассмотреть, то у нее целый зверинец на голове. Юпитер – планета дерева, тоже с веточкой в руках, чиновник. И планета огня – Марс. Но кроме них есть еще 4 планеты дополнительные, индийского происхождения. Вот отсюда и получается 11 планет. Сами знаки зодиака – это то, с чем нынче так любят встречаться все наши любители гороскопов, греческие знаки зодиаков, которые имеют тоже свое происхождение. Там есть еще 28 таких чиновников, как бы, да. Это тоже знаки зодиака, только уже другого и тоже индийского происхождения. Вот такое нагромождение разных культур в одной этой иконе. Очень красивый, начало XII века. Замечательный двухголовый Будда. В нем как раз и воплощается эта идея сострадания, любви к ближнему, добра, главных заповедей буддизма. Дело в том, что 2 бедных человека заказали статую Будды, но художник сказал, что денег мало, на 2 статуи не хватает, и слепил одну на 2. Но милосердие Будды было так велико, что он разделил свое тело и свою голову на 2 части, и каждому бедняку достался свой Будда. Но это как скульптура, это действительно уникальная вещь, но в других оазисах этого же времени есть тоже изображение двухголового Будды. Вообще китайцы называют не двухголовым, а 2 тела Будды. Вот в переводе, да. Так как же все-таки можно датировать всю эту коллекцию? Если она начинается началом XII века, то она заканчивается концом XIV века. И вот я могу абсолютно быть уверенной, потому что в этой удивительной иконе, которую мы привыкли называть Будда в короне, в правой руке вместо колеса закона, который положен по иконографии, Будда держит монету. И на монете, как на всех китайских монетах, круглых с квадратным отверстием, есть надпись, то, что мы называем монетной легендой. Там 4 иероглифа. Они означают «монета небесного первоначала». Что же это такое? Вот каждый китайский император, и тангутский тоже, когда они начинали царствовать, они называли, провозглашали как бы девиз годов правления.
там было всегда очень много демагогии, потому что это всегда было там процветание, мир. Так и здесь небесное первоначало. Ну, нужно постараться и найти, что же это за император. Есть специальные справочники, в которых отмечено такой девиз годов правления. Оказывается, он принадлежит последнему императору династии Северная Юань. То есть монголы уже были изгнаны из Китая и обосновались вот на юге Гоби и продолжали принимать такие торжественные девизы годов правления. Он соответствует 1378-1387 году, вот этому десятилетию. То есть это конец XIV века.